я решил сделать немыслимое. То есть не делать никаких поспешных видео в попытке урваться за хайпом, а просто выждать и посмотреть, как у игры будут дела спустя месяц, чтобы взвесить все аспекты того, чего редко дается играм. Второе рождение. Да, технически это лишь первый настоящий релиз игры, но бросьте! Multiversus уже был полноценной игрой и полноценно провалился, а лейбл бета-версии был скорее технической блямбой перед мягким переходом в релиз. Ведь почему-то донатные части игры Battle Pass уже были приведены в актив, а также они уже приняли в тот момент звание файтинг игры года от Game Awards. Было бы стыдно делать подобные вещи, не будучи полноценной игрой, верно? Да, разумеется, это, конечно, скорее всего происки издателя, что стоит над игрой, ну, то есть Warner Bros., нежелание разработчиков, запах денег начал витать в воздухе, и корову начали доить быстрее, чем та успела наесться травы. Случается с каждой успешной игрой рано или поздно на самом деле. В частности, если студия разработчиков свежая и не обладает достаточным авторитетом, чтобы дать отпор корпоративной машине. Чего ж там, даже самые великие вроде Коджимбо порой не могут дать отпор. Остается лишь бежать. Что Multiversus и сделал, как только весь готовый контент был выдан досуха. Удивительно всего, что Multiversus не просто сбежал, но он пообещал вернуться под предлогом, что у них будет настоящий релиз. И вот наступает конец весны 2024 года, и Multiversus приходит с официальным релизом. И вроде даже какой-никакой пиар подготовили, новый CGI Cinematic в честь релиза, 3 новых персонажа в виде Джокера, Джейсона и Банана. Ну да, Банан не особо вселяет хайп, но играется неплохо и дается бесплатно, стоит там поиграть в Multiversus пару дней. А еще вон даже затизерили агента Смита, и вот, зарядившись оптимизмом, после всех теплых заявлений, ты заходишь в игру и понимаешь одну интересную вещь. Игра находится в более плачевном состоянии, чем по окончанию якобы беты. Неткод стал лучше, но игра забагована, и то и дело идет рассинхронные ошибки соединения. Добавили новые атаки, персонажи стали крупнее, геймплей медленнее. Неплохо. Жаль, что они явно не проверили, как это скажется на балансе, и в итоге у нас абсолютно поломанные персонажи, так и до беспредела неиграбельные. Кто-то вроде Стального Гиганта и вовсе был убран на несколько недель, настолько поломанным он оказался при релизе. Добавили PvE режим, чтобы можно было делать что-то помимо PvP матчей. Круто! Жаль, что это абсолютный гринд, который становится беспредельно скучным очень быстро. Чтобы получать хоть какие-никакие награды за его прохождение, придется играть на всех возможных сложностях. Чтобы гринд не был таким ужасным, вас подталкивают к донату и покупке определенных персонажей, а также, чтобы у вас был настолько же печальный друг, как и вы сам, который готов проделывать те же самые гриндовые дурости, что от вас требуют. Премиум валюта дается даже фри-то-плейным игрокам. Хорошо, но при этом получить что-то кроме валюты для перков является большой редкостью в принципе. Спустя первую половину квестов игра абсолютно не желает давать вам что-то либо существенное, сколько бы времени вы ни вбухали, даже валюту для персонажей. Отчего вы помимо бесплатных персонажей, коих для новичка новой ревизии игры штуки 3, это Шеги, Банан и Джейсон, его вы получили бы вместе с бесплатным премиум пассом, так что теперь он по факту не является бесплатным. Вы сможете позволить себе адекватно лишь 2 персонажей, или одного в первые недели. Один — это я про случай с Джокером, поскольку он стоит ровно в 2 раза дороже остальных. И смотришь такое на все это пожарище и понимаешь, это еще одна бета под видом релиза, и эти падлы ничего не отладили и просто сказали, что это релиз. Спустя месяц они все же исправили многое, а что не исправили, то хотя бы сделали менее ужасным для игроков. Кто-то из вас может подумать, ну вот сейчас он зарядит про то, что вот теперь-то можно играть и всем стоит дать игре третий шанс. Но как бы не так, даже близко не подходите к этой игре. Эта игра, к сожалению, не более чем ходячий труп, который просто немного освежили химикатами, чтобы от него не разило так сильно. И нет, я это не к тому, что игра паршивая. Не, сейчас она действительно очень неплоха, но они допустили фатальную ошибку и просрали в свой шанс на камбэк. Все, кто были заинтересованы хоть сколько-нибудь, уже ушли и не собираются возвращаться. Игра мертва, и все текущие улучшения и те, что еще грядут, будут лишь утешением для тех отчаянных, что еще остались.
Я говорю это не с позиции хейтера, а наоборот, ровно с противоположной стороны. Я как раз один из тех отчаявшихся, что до сих пор играет и даже закрыл Battle Pass, несмотря на свою огромную нелюбовь к лайв-сервис играм. Мне действительно кажется, что это хорошая игра и ближайшее, что было к настоящему конкуренту Смэша. Но положа руку на сердце и в попытке не лишиться остатков совести, я могу лишь констатировать, что Multiversus в лучшем случае доживет до 3-го сезона и потом помрет. Но технически будет функционировать еще где-то годик. Опять же говорю это как идеальный клиент этой игры, которому нравится большинство персонажей, что в ней есть. У Мультиверсуса, к сожалению, все равно нет будущего. Они обосрались релизом и прохрюкали возможность стать действительно заметной игрой, и скоро от нее явно оторвут финансовую поддержку и оставят как есть. От большинства бед повторный запуск спасла бы настоящая бета новой версии игры, чтобы большинство очевидных проблем можно было бы сразу исправить, перед тем как показать лицо общественности. Ведь большинство проблем в вакууме были довольно мелкими, как мошки. Но даже будучи мелкими мошками, этих проблем было так много, что они образовали почти непроглядную тучу, и в центре этой тучи находился Мультиверсус. Притом, в исправленном состоянии, что она есть, она хороша, по сути, только для тех, кто участвовал год назад в той бете, успел в более простом виде подкрывать персонажей и теперь толком не парится. Для новичков же, особенно опоздавших на бесплатный премиум пасс, тут почти настолько неперевесная среда, насколько она только может быть во фри-то-плейной игре. Да, теперь опять можно тестировать персонажей, даже не покупая их, и в файтингах люди обычно не мейнят более 3 персонажей, на которых вполне хватит и той валюты, что дают поначалу. Но это ужасный аргумент. Главное заманиловой игры это и есть персонажи, и большинство людей не относятся к играм настолько серьезно, чтобы останавливаться на 2-3 персонажах и религиозно играть только за них. И как только они поймут, что для новых персонажей им придется чуть ли не работать в этой игре, или придется раскошеливаться, то они, скорее всего, просто уйдут и будут правы. Добавим к этому нестабильное состояние игры в плане баланса. Если кого-то привлек геймплей персонажа, то буквально патч новой недели может изменить его настолько, что он уже не будет таким, каким он тебе понравился в свое время, отчего вложенное время и того хуже, возможно, деньги в этого персонажа отправятся в пустоту. Как видно, казуалы с этой игрой надолго не останутся, но что насчет более вовлеченных игроков, что следят за всеми изменениями и прочим? Если игра не будет массовым хитом, то у нее есть шанс хотя бы стать культовым хитом. Ну, шанс, верно, он же хотя бы есть? И я думаю, нет. Этого Мультиверсусу тоже не светит. Если вы фанат многих франшиз, что есть в игре, как и я, то знаете, что за весь месяц все, что они добавили в игру, это отвратные скины и скучные ивенты, когда даже во время беты персонажи поступали с завидным постоянством, а тут проходит целый месяц, и нас лишь продолжали дразнить агентом Смитом, как ослика-морковка, лишь бы тот шел дальше. Да что уж там, даже то, что должно быть в игре именно что в момент релиза, типа рангового режима игры, и того нет. Да и откуда у них время на персонажей или арены? Они ведь заняты правками и правками ради предыдущих правок. Если вы, как и я, следите за разработчиками и в чем их планы, вы узнаете худшее. Нет у них адекватных планов. Они настолько не знают, что они делают, они постоянно спрашивают игроков: а что? Что вообще надо делать с игрой? А какие награды должны быть за победы? А какой должен быть баланс? А какие миссии должны быть в PvE? А как сделать ивенты интересными? С одной стороны, хорошо вроде бы. Они слушают фидбэк и стараются исправить и сделать лучше все как можно скорее. Проблема в том, что все это делается постфактум. А значит, как и у меня, и у вас, у людей с глазами и возможностью понимать происходящее, как может вообще оставаться хоть какая-то вера в то, что эти разработчики могут сделать что-то новое и при этом не обосраться по-крупному? А потом все расхлебывают бедные игроки, пытаясь тыкать разработчиков пальцем в очевидные вещи, которые можно было спокойно сделать сходу правильно. И игроков это утомляет и более того раздражает. Так что более хардкорные игроки тоже отвалятся, поскольку им надоест нянчиться с игрой и терпеть постоянные косяки. Мультиверсус почти стал тем избранным принцем Аль-Гаибом платформенных файтингов, но первый волшебный сезон бетки и правда вселял надежду, что это будет первый настоящий конкурент Смэша. Но вот я стою перед игрой, провожая ее медленно, но верно в небытие, осознавая, как же сложно быть конкурентом Смэша и какую высокую планку он задал. Мультиверсус облажался, имея на руках все, что нужно. Так какие шансы были у остальных? Риторический вопрос, если честно. Файтинг и сам по себе жанр, который не особо терпит новичков.
Так или иначе, нужно сильное основание в виде уже популярной франшизы, или того лучше набор популярных франшиз в одном, чтобы выдать каст персонажей, которые люди знают и любят заранее, до того, как запустят игру. Иначе народ не подтянешь, как бы хорошо у тебя не было все остальное. При этом нельзя запороть геймплей, он должен быть идеально подходящим для новичков, но с достаточно высоким потолком, чтобы ты мог долгое время оттачивать свои навыки, иначе у игры не будет повода затянуть игрока поглубже и на подольше. Сделаешь геймплей слишком похожим на то, что Smash уже сделал, как это делает большинство клонов Smash Melee, ну, тогда ты обрекаешь на себя на не самое выгодное сравнение сходу. Сделаешь что-то слишком другое, потеряешь эссенцию того, почему люди в принципе играли в подобное. И давайте не забывать про то, что если в текущей среде файтинг не имеет постоянного потока обновлений, притом это касается не только фри-то-плейных файтингов, то народ быстро перескочит на любую другую игру. Чего уж там, даже другой файтинг не понадобится для этого. Но даже в тот момент, когда кажется, что ошибки учтены и все было отработано, твое имя настолько уже может быть омрачено предыдущими косяками, что как бы много перезапусков ты не делал, сколько бы ни пытался делать вид, что в этот раз все будет иначе, прикрываясь новыми цифрами и даже меняя название, ничего не изменится и скорее всего провал будет еще обиднее, чем в первый раз. Хороших вам игр, любители платформенных файтингов, а я пока дождусь Самурай Джека в мультиверсусе перед тем, как бросить игру окончательно.